Привет, друзья! Добро пожаловать на понятный подкаст на русском языке. Сегодня с вами Макс Юля, привет! И вы можете сегодня слушать этот подкаст или смотреть этот видеокаст, потому что будет и аудио, и видеоверсия. Видеоверсия на YouTube, вот если вы сейчас смотрите, то вы нас видите, либо если вы нас слушаете, то вы нас слушаете. И как всегда напомню, что транскрипцию и все обучающие материалы к каждому выпуску подкаста и к видео в том числе можно добыть, какое слово, да? Можно добыть, можно получить, присоединившись к нашей membership-программе russianwithmax.com/mem. А мы начинаем наш сегодняшний выпуск. Юля, о чем сегодня будем говорить? Мы будем сегодня говорить о нашей дочке Сабрине. Да, сегодня у нас наш... как это сказать, не ежегодный, а... Регулярный. Регулярный, да, наша регулярная серия подкастов про Сабрину, про нашу дочь, потому что мы делали подкаст, когда ей было, по-моему, полгода, потом год, 1,5, 2, по-моему, 2,5 Нет, тоже 2,5 точно не делали. Окей, 2,5 не делали. Значит, теперь 3 года. В общем, мы ведем такой дневник небольшой, говорим про жизнь Сабрины, про нашу жизнь с ребенком, что меняется, что классно, что тяжело и так далее, да? Да. Давай, Юля, начнем сначала с общего вопроса, который я тебе каждый раз задаю. Стало ли сейчас в 3 года, да, а Сабрине 3 года уже, стало ли в 3 года тебе легче, чем когда Сабрине было 2 года? Да, однозначно. Я думаю, что сейчас с Сабриной стало легче, чем когда бы то ни было до этого. Ого, даже так? Да, потому что в 3 года ребенок уже гораздо более сознательный, осознанный, понимающий тебя, часто способный выразить какие-то свои желания. И так уже гораздо проще договариваться, гораздо проще находить какую-то интересную совместную деятельность с ребенком. Например? Ну, смотри, например, сейчас она понимает, когда вы куда-то идете, да, например, вы договариваетесь, что вы пойдете куда-то и будете там, не знаю, играть во что-то, или кататься на велосипеде, или пойдете в гору. То есть она не просто берется и переносится туда, а вы с ней договариваетесь, она идет, и она очень радуется всему. То есть она понимает, что происходит, что будет происходить. Да, она понимает, что будет происходить, и прикольно, что если это что-то интересное для нее, она прям способна ждать. Например, мы перед Новым годом, перед Рождеством ходили к Папа Ноэль, ну, Санта-Клаусу, Деду Морозу. Деду Морозу, и нужно было 40 минут простоять в очереди, чтобы сфотографироваться и как-то пообщаться с Дедом Морозом. Сабрина 40 минут стояла в очереди, она не хотела уходить, я хотела уходить, она не хотела уходить. Или мы ходили на парад королей, да, это праздник в Испании очень большой, очень важный праздник, и туда нужно приходить чуть заранее, потому что короли и их процессия поедут по проспекту, и все лучшие места занимаются заранее. Угу. И мы пришли, наверное, за полчаса. Я думала, боже, полчаса стоять, а потом еще 1,5 часа стоять, пока они поедут. Сабрина сказала, мы остаемся. И она не убегала, там, не плакала, она стояла и ждала, когда поедут короли. И это прикольно. Согласен, это прикольно. Как ты ощущаешь сейчас, когда Сабрине вот через 3 дня исполняется 3 года, как сейчас тебе с ней? Проще или сложнее, чем было? Ну, знаешь, мне немного сложно сказать, потому что
ну, в принципе, сейчас как-то очень сложно, и было как-то очень сложно. Я имею в виду даже не с Сабриной, а в принципе как-то вот, ну, в жизни. И поэтому я не знаю, ну, то есть я, наверное, с Сабриной стало действительно легче, потому что мы можем с ней чем-то интересным вместе позаниматься. Например, мы с ней иногда складываем что-то, собираем что-то из конструктора. Иногда мы с ней пазлы собираем. Она очень любит пазлы. Иногда мы играем в железную дорогу. То есть появились какие-то осмысленные игры, такие уже ролевые игры. Там вот поезд едет, построить железную дорогу. И, ну, в целом мне стало интереснее с ней играть. И на велосипеде она вместе с тобой как долго может кататься? Да, полчаса, час можно ехать в одну сторону, и в целом Сабрина будет ну, просто смотреть по сторонам, все нормально. Да. Поэтому да, однозначно с ней стало интереснее гулять, играть, проводить время. Однозначно, да. Ты сказала, что Сабрина тебе сказала: «Мама, будем ждать королей». Давай поговорим про язык. Да. Периодически нас спрашивают, а как Сабрина, учит ли она 2 языка, вообще какая ситуация с языками у Сабрины? Давай проясним еще раз, мы уже об этом говорили, но проясним еще раз, какие языки и как Сабрина учит. У Сабрины основной язык все-таки, наверное, русский, потому что с нами дома она общается на русском языке. И на улице она тоже пытается использовать русский. Но она ходит в испаноязычный детский садик. В испанский садик? Да, в испанский детский садик. И там она понимает все, что ей говорят. То есть воспитатели в садике говорят, что она 100% все понимает. Она использует отдельные слова на испанском. Она может считать. И иногда она говорит там на испанском: «О, смотри, лошадь», да, говорит это по-испански. Но я бы сказала, что активно испанский она пока что не использует. Она не говорит на испанском пока. Хотя в садике, скорее всего, она использует верные слова для обозначения каких-то штук. Вот. Но мы не занимаемся с ней испанским дома, потому что в целом, ну, общее правило такое, что если ты живешь в одной среде, да, с испанским языком, например, а ваш язык родной — это русский, и вы хотите, чтобы у ребенка он был, то постепенно, по мере взросления ребенка, у вас будет большая проблема, как русский сохранить. Потому что когда будет там садик более такой полноценный на более долгое время, когда будет школа, у ребенка основным языком будет становиться язык среды. Ну, то есть испанский. Испанский язык, да. И поэтому дома мы хотим сохранять русский язык, поэтому дома мы с ней планируем говорить на русском. Ну да. Да. Ну и то есть как будто бы непонятно зачем. Во-первых, какой-то еще иностранный язык типа английского, ну то есть, не знаю, изучать язык английский, вот прям, то есть как-то учить ребенка английскому языку, когда он, ну, когда ему 3 или 4 года, и когда он и так, ну, взаимодействует с 2 языками, мне кажется абсолютно какой-то, ну, бесполезной идеей. Ну, мы для себя сделали вывод, что английский мы точно сейчас не будем ей давать. Это слишком, ну, это большая нагрузка на нее, но и самое главное, это большая нагрузка на нас. Ну, просто, ну, я понимаю, что это, ну, это точно, даже если бы в теории это было бы хорошо, полезно и прикольно, но просто если у тебя на это нет времени и ресурсов, то, ну, как бы тут думать даже не о чем. Хорошо. Тогда, то есть ты сказала, что в садике она, ну, наверное, использует какие-то слова испанские, но она пока не говорит активно на испанском. А на русском она говорит? Да, конечно, на русском она говорит, рассказывает истории какие-то, рассказывает о каких-то ситуациях, которые с ней происходили. Это не всегда понятно на 100%. У нее есть некоторые звуки, которые она не выговаривает пока что правильно, но на самом деле мы видим, что речь ее прогрессирует. Вот, поэтому, да, на русском она общается с нами. Хорошо. Макс,
мы вот поговорили, что с Сабриной вроде как стало легче, чем раньше. Но наверняка есть какие-то сложности. Вот на твой вкус, какая самая большая сложность во взаимодействии там, с ребенком 3 лет? Сложно сказать, какая самая большая сложность, потому что, не знаю, мне просто, знаешь, вот в ее 3-летие я понимаю, что мне сложно отделить, где сложность по причине ребенка, а где сложность не потому что ребенок, а просто потому что вот, ну, есть разная куча проблем, не проблем, но дел, которые нужно решать. Поэтому я не очень понимаю, как бы я не могу отделить. Я чувствую, что там все, у меня нет сил, все трудно, тяжело и так далее. И это потому что, у нас есть ребенок, или это потому что у нас есть другие дела, которые нужно решать. И я не могу понять, вот что, то есть, что вызывает сложность большую. Наверное, сложность... я не знаю, Юля, у тебя есть какое-то? Я не могу на это ответить. Мне кажется, последнее время ты с ней больше проводишь, наверное, время, и так как я сейчас поглощен полностью суровой, бескомпромиссной испанской бюрократией и всем прочим, то, честно говоря, я как-то не знаю, я даже вот сейчас я пытаюсь что-то придумать, а не могу. Мне кажется, ты верно подметил, что когда у тебя и без того много сложностей, да, много вопросов, которые надо решить, с ребенком взаимодействовать становится тоже сложнее, потому что это взаимодействие не столько дает тебе ресурс, сколько забирает. И для того, чтобы разруливать те проблемы, которые есть у 3-летки, тебе нужно много ресурса внутреннего. Вообще, я думаю, что большинство родителей 3-летних или около 3-летних детей со мной согласятся. Есть такое понятие, как кризис 3 лет, и с этим связано много особенностей поведения ребенка. Да, мы понимаем, что эти особенности поведения абсолютно нормальны. То есть, например, ребенок может впадать просто в дикую фрустрацию из-за какой-то мелочи. Как для нас это мелочь, не знаю, кнопку лифта не дали нажать. И для ребенка это трагедия, истерика. Не знаю, печенька на пол упала, печеньку надо выбросить. Все, да, это вот истерика, это проблема, это для ребенка большая проблема. И родители должны помогать ребенку справляться с эмоциями, да, потому что ребенок в силу возраста не умеет осознавать эмоции, не умеет переживать эти эмоции более спокойно. Но если у тебя нет внутреннего ресурса, все, что ты можешь сделать в этот момент, это взять ребенка и унести под дикие вопли. Ты не можешь с ним проговаривать: да, я понимаю, что тебе сейчас грустно, тебе грустно потому что. Потому что это называется контейнирование эмоций. Как? Контейнирование, когда ты становишься как бы контейнером, куда ребенок может вместить свои эмоции. Это сложно, потому что ты можешь просто не быть в нужном моральном состоянии. Я замечала, что когда ты в нужном моральном состоянии, в целом эти особенности разруливать не так сложно. Ты просто понимаешь, что да, сейчас мы этому посвятим время, но это вклад в будущее ребенка. Но если ты устал, задолбан, торопишься, конечно, ты не сможешь контейнировать, ты заберешь этого орущего ребенка и просто с ним пойдешь дальше. И, наверное, основная сложность — это то, что, кризис 3 лет все еще есть у Сабрины, и во многих моментах ей важно действовать самой, да, я буду делать это сама, и это нужно поощрять. Но при этом ты понимаешь, что одеваться сама она будет полчаса, и это не всегда возможно. Такие моменты, да, такие моменты остались. Хорошо. Давай поговорим про самые классные моменты, которые есть в этом возрасте. Но для меня это первое, что можно
интереснее проводить свободное время. Мы с Сабриной, редко, правда, очень, но всего несколько раз, но все равно мы ездили кататься на велосипеде вместе куда-то. И это очень здорово, что ты можешь посадить ребенка на велосипед и вместе с ним куда-то поехать. И ей будет тоже прикольно, ей будет интересно. То есть ты не просто берешь ее с собой, а она с тобой едет, она в процессе, ей нравится сам процесс кататься с папой на велосипеде. Ну и еще очень прикольно, когда ты научил Сабрину, например, застегивать молнию на куртке, и Сабрина берет это, застегивает, и всегда радуется, говорит, вот папа меня научил, спасибо, папа. Ну и вообще вот эта ее благодарность, когда она постоянно «спасибо, папа», там что-нибудь, или «извини, папа». Прости, папа. Да, это так мило, это, не знаю, это очень мило, и это очень приятно. Да, Сабрина реально стала очень нежная, она часто благодарит, обнимает, говорит «я тебя люблю». Вот, мне кажется, потому что в целом мы в коммуникации тоже часто друг друга благодарим, не знаю, там, извиняемся за что-то, и Сабрина это просто наблюдает, и как бы для нее это норма. Это очень классно, это реально такие дивиденды от родительства. И есть еще один дивиденд от родительства. Я всегда говорила, что вот у меня появится ребенок, у меня будет повод ходить на детские спектакли, на всякие там, не знаю, парки аттракционов, детские елки, куда ты не можешь пойти без ребенка, потому что это будет странно. Вот. И с Сабриной сейчас можно ходить на всякий такой движ, это так классно. А ты это все любишь? Да, я это все люблю, вот, поэтому мы, не так много пока ходили, но ходили, да, там, в детские театры мы ходили пару раз, мы ходили смотреть «Королей», и это классно, во-первых, потому что ты это все проживаешь через призму восприятия своего ребенка, а для ребенка это все «Вау, смотри!» То есть, и как бы ты... Наверное, если бы ты просто пришел на «Королей», ты бы посмотрел, едут они, прикольно. Но там твой ребенок и все дети вокруг такие «Вау, вау, вау!» И ты просто заражаешься этой атмосферой, и, по сути, ты как бы открываешь мир еще раз, только уже через восприятие ребенка, и это очень круто. Мне кажется, это в целом про детей верно, что ты через них можешь посмотреть на этот мир так, как ты его уже не видишь, так как ты на него уже не смотришь, да? Поэтому верно. Хорошо, Юль, давай в заключении пару слов от тебя, потом пару слов от меня. Что бы ты сказала в заключении вообще про... Про что именно? Про всю эту тему. Не знаю, может быть, у тебя есть что-то еще дополнить, что-то сказать, может быть, что-то пожелать, не знаю, себе или нашим зрителям, у кого тоже есть дети. Вообще, насколько я понимаю, вот как раз когда проходит кризис 3 лет и до кризиса, когда ребенок идет в школу, это просто такое золотое время общения с ребенком, потому что в 4-5 лет они исключительно приятные люди. Они уже достаточно сознательные и вменяемые, чтобы не убиться прям совсем на ровном месте. Они очень заинтересованные, открытые миру, потому что это в целом, норма для ребенка, да, и всем интересоваться. И у них уже чуть меньше каких-то переживаний, истерик, расстройств на пустом месте. И мне кажется, что сейчас реально очень прикольно стало с Сабриной, и мы сейчас готовим ее день рождения, и я понимаю, что в прошлом году, например, у нее были какие-то эмоции от ее дня рождения, но они были какие-то еще не очень яркие, и она в целом не осознавала еще концепцию праздника. Сейчас я уверена, что от торта, от подарков она будет делать и это, очень классная, заражающая штука. И мне бы, наверное, хотелось пожелать себе ловить больше наслаждения от таких моментов и в какие-то более сложные моменты опираться на это наслаждение, на эти эмоции и помогать Сабрине учиться с ее эмоциями управляться, как-то более спокойно на это реагировать. Вот. И в целом я хотела еще сказать, не секрет, что мы много перемещаемся, много путешествуем. И на самом деле с Сабриной в чем-то стало сложнее путешествовать. В чем?
в том, что ты должен, ну это и в 2 года было, ты должен очень сильно в маршруте учитывать ее интересы. То есть ты не можешь 12 часов гулять по городу, ей будет скучно, ей нужны детские площадки, парки, где Я можно... тоже не могу 12 часов гулять по могу, городу. я могу, но с ребенком ты должен строить свой маршрут таким образом, чтобы у вас там были площадки, парки, какие-то развлечения для ребенка. Ну, Ну, чтобы она могла там погулять, пописать, покакать, поспать, сделать все, что ей нужно. Ну и чтобы ей тоже ей было было интересно, интересно. а не ты просто таскал ее с собой, да? Ну, я это Она- имел в виду под погулять, да, Да, чтобы да. она... Да. Вот, но это и в 2 года на самом деле было. В 2 года она тоже уже не была готова быть просто приложением к тебе. Но проще стало перемещаться, потому что есть много активностей, которые ее способны занять. И, например, я летела с ней рейс через Атлантику. Это было 14 часов. Я летела с ней одна. Я была уверена, что это будет ад, но это было очень легко, потому что мы с ней рисовали, играли, там, ну, чуть-чуть смотрели мультики, но у нее не было наушников, и ей было неудобно смотреть вот с экрана в самолете. Она все время была при деле. То есть не было такого, что с ней надо там наматывать круги по самолету, когда она была мелкая. Вот, то есть перемещаться проще, но в точке, куда ты перемещаешься, нужно убедиться, что ребенку тоже будет интересно и классно. Вот. Слушай, ну я, честно, я не знаю, что добавить. Я правда не знаю, что добавить. Соглашусь только с тобой. Не знаю. Давай пожелаем себе моральной устойчивости. Ну да, сил всегда. Вот чего больше хочется, так это сил. Вот сил, пожалуйста, мне побольше, а там уже и ребенок, и испанская бюрократия, и все другие... Справимся. Да, все другие вещи, они все разрулятся. Кстати, по поводу испанской бюрократии, друзья, у меня был целый подкаст, посвященный испанской бюрократии и налогам испанским, и вообще всей этой системе. Я сравнивал ее с системой в России, даже в Аргентине и в Сербии, то есть вот так, в чем разница, в чем они схожи. Ну, видишь, вот даже тему про ребенка я все равно увел в то, где находится сейчас мой мозг. А мой мозг сейчас находится... Ну, потому что последние 3 недели ты тотально погружен именно в эту тему. Да, мне кажется, больше, чем 3 недели. Но, наверное, суперинтенсивно 3 недели. Да, суперинтенсивно. Да. Ну, хорошо, друзья, поэтому послушайте этот подкаст и, собственно, до встречи в следующем выпуске. До новых встреч. Пока. Пока-пока.